Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки в Sims 4. Сегодня мы будем строить квартиру для студентов или для сожителей, которые просто решили снимать большую квартиру вместе, потому что по отдельности они не могут себе позволить квартиру. В общем, не знаю, скорее всего, я задумала это как для студентов, но мне кажется, это для более взрослых людей, которые, возможно, уже там либо доучиваются, либо уже строят какую-то свою первую карьеру, но в любом случае вместе им легче, конечно же, снимать квартиру. Плюс сама по себе квартира не очень большая, но в ней каждому нашлось местечко. И того у нас есть одно общее помещение, где есть кухня, где есть телевизор, большой диван, есть где покушать. То есть есть большой стол, целых 5 стульев, хотя жителей примерно 4, наверное, все-таки. У нас 3 комнаты, но жителей все-таки 4. По сути, получается. Так вот, есть кухня, жилая зона, где можно потусить. Есть, наконец-то, я не забыла про стиралку и сушилку. Я этим грешу, что я частенько это забываю, поэтому я первую ее поставила, чтобы точно не забыть. У нас есть всего одна ванная. Ну, этим, кстати, грешат большие квартиры, особенно которые сдаются для многих людей, что ванная на самом деле всего одна, и это, конечно, не очень удобно для жителей, но достаточно жизненно. Но ванная достаточно большая, с 2 раковинами. Я хоть немножечко это компенсировала, что, может быть, кто-то может хотя бы зубы почистить вместе. И относительно жителей, которых я предполагала, которые будут здесь жить, это 3... либо студенты, либо начинающих карьеру людей, у одного из которых есть дочь или сын, в общем, маленький ребенок. Ну, скорее всего, это барышня с маленьким ребенком, с дочкой, потому что, судя по оформлению в комнаты, все-таки, скорее всего, это мама с дочкой. Они у нас, мне кажется, это самая большая все-таки комната, которая получилась. И там есть детские игрушки, детская кроватка и как бы все необходимое. Но не более того. Вот, в самой дальней комнате у нас тоже, скорее всего, барышня, не знаю. Такая достаточно нейтральная комнатка, но такая именно студенческая, то есть человек, скорее всего, чему-нибудь учится, что-то делает постоянно, потому что там есть все необходимое для того, чтобы жить и комфортненько себя чувствовать. Но кровать там односпальная. А в квартире нашей мамочки там 2-спальная кровать, но она приставлена к стене, и получается, теоретически ею можно пользоваться вдвоем. На самом деле, если вы обозначите для персонажа его сторону кровати, которая у стены, если он будет ложиться первым, то он будет переползать туда. Я это заметила по челленджу пекарня, то есть у меня там тоже 2-спальная кровать, и мой Патрик, он иногда перелазит на ту сторону, потому что она как бы обозначена как его, но иногда он спит с краю. Я не знаю, с чем это связано, но как бы они перелазят с одной стороны на другую. Но, кстати, это была автоматическая функция, по-моему, во вторых или в третьих Симсах. Это прям было прописано в коде, я так понимаю. То есть любой персонаж, он ложился всегда с краю на 2-спальной кровати, если она была приставлена к стенке. И не надо было ничего обозначать, помогать и так далее, что было очень удобно, потому что можно было сократить спальню, либо просто больше места можно было, потому что все равно, чтобы зашел персонаж с другой стороны, нужно как минимум клеточка, потому что половинку они не заходят. Я уже проверяла. Так вот, наша мамочка с 2-спальной кроватью, достаточно большой, плюс детская кроватка и плюс, конечно же, рабочее место, где можно посидеть, позаниматься. Я, кстати, первый раз наконец-то использовала вот эти шкафчики из снежного дополнения нашего, которые как для общественных каких-то мест, бани, там, чего-нибудь такого. Мне кажется, они идеально подходят для коридоров. То есть они как раз-таки совмещают в себе все самое необходимое. Мне кажется, в этот коридор они прям идеальненько вписались. Мне очень понравилось, как это все выглядит. То есть такие шкафчики с выемками, в которых можно хранить свою одежду верхнюю или какие-то мелкие предметы декора. И это все останется как бы в коридоре. И последняя комната у нас принадлежит, скорее всего, все-таки мужчине.
или молодому человеку, и он, скорее всего, либо диджей, либо фотограф. То есть я сделала и то, но я решила, что хоть у кого-то должно быть какое-то как бы увлечение официальное, а то я вечно про это все забываю, ничего не добавляю, и потом как бы страдаю от этого, потому что, мне кажется, все семьи, которые будут тут жить, они какие-то обезличенные, без каких-то увлечений, без навыков, и мне кажется, это все очень сложно и неправильно в отношении них получается. Так вот, у этого персонажа у нас есть диджейская установка, ну или для миксования, что-то такое. Я ее никогда обычно не использую, мне что-то как-то всегда это чуждо, я никогда не понимала вообще, зачем она нужна, но там можно как-то треки продавать, но это все как-то так не очень продумано, мне кажется, не очень прибыльно, ну, как по мне, конечно. Можно, кстати, будет попробовать что-нибудь такое, в каком-нибудь из челленджей, но пока, не знаю, у меня какое-то странное отношение к этой штуке. Пока я не очень понимаю, зачем она нужна. Но в целом квартирка получилась вот как я люблю. Такая маленькая, уютненькая, очень захламленная. Я, к сожалению, как бы я ни распиналась, я не минималист. Я очень люблю, когда много декора, много цветов, много всего-всего-всего. Каких-то скляночек, баночек, цветочков, василечков и всего прочего. Я очень люблю все это дело и в жизни, и в Симсах особенно, потому что в Симсах мне не надо это все убирать и протирать от пыли. Поэтому я особенно это люблю все в Симсах. И я заметила, временами я хочу устроить дома, а потом я хочу устроить только квартиры. Вот у меня какой-то квартирный такой период наступил, что я хочу только обставлять квартиры. Мне прям интересно их наполнять вот этими всякими деталями, крутиться в этих как бы сжатых условиях, потому что, конечно, когда ты строишь дом, ты волен делать как хочешь, что хочешь, то есть какие стены построишь, такие и будут. И как бы считается, что дом построить сложнее и так далее, но мне иногда кажется, что квартиру-то сложнее обставить, потому что ты ограничен в условиях, у тебя ограниченное количество места, тебе нужно определенное количество людей туда втиснуть. В общем, мне даже интересно, если честно, иногда, иногда строить дома мне интереснее, иногда обставлять квартиры интереснее, я не знаю, почему, от чего это зависит, видимо, от какого-то внутреннего настроения. И я, кстати, продолжаю осваивать каталог «Паранормальное». Я, конечно, влюбилась в кресла, которые добавили, которые не двухцветные, или как-то, такие более низкие. Они такие, как немножко из моего детства, то есть они такие немного ретро, и я помню такие кресла, то есть как-то они вот вызывают какие-то приятные воспоминания у меня, мне так интересно, так приятно, я с удовольствием буду их дальше использовать. Я в одной из комнат поставила голубое, которое с каким-то там рисунком, и вот прям его я как будто где-то уже видела, и как-то, в общем, приятно мне было все это дело. Я продолжаю осваивать. Так что приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео.